Всем привет аквариумистам, и кто выращивает растения, и кто рыб разводит. Пришло время для прополки аквариума. Особая благодарность зрителям, которые смотрели предыдущий ролик, за хорошие и положительные отзывы. Столько тазов я использую при работе с аквариумом. Все 3 таза, которые вы видите, они используются только для аквариума и нигде больше. Так аквариум выглядит сбоку. Пришло время сделать прополку в аквариуме. Я использую в аквариуме светильники с розовыми светодиодами и синими. Из-за этого свет растений более сочнее и глазу приятнее. Это второй светильник на 40 Вт, китайский. Это дешевые китайские светильники, недорогие. И у этих светильников иногда бывают проблемы, что сгорает блок питания. Но в этих светильниках не блок питания, а драйвер применяется. То есть при попытке подключить блок питания 12 вольт или 24 вольта, он гореть не будет. И если кому-то надо или интересно, у кого есть такие дешевые китайские светильники и случилась беда, перегорел драйвер, можете задать вопрос мне, я вам подскажу, где достать, купить такой драйвер и как подобрать его. Хоть я и занимаюсь несколько лет уже выращиванием аквариумных растений, мне самому не всегда иногда понятно, что происходит в аквариуме. Вот пример кубы, где листочки покрылись чем-то темным, и в то же время в 10 сантиметрах рядом та же куба светлая и сочная. Чего я не объяснить, не понять, честно говоря, не могу. Та же вода, те же удобрения, тот же свет рядом, и все по-разному. И совет аквариумистам, начинающим особенно, не искать советов в Ютубе, а попробовать найти аквариумиста, который живет на районе или пользуется той же водой, что и у вас бежит из крана. И даже те советы, которые я могу давать, вам они абсолютно не подойдут. Вот этот куст лимнофилы был не воткнутый в грунт, а просто воткнутый в куст папоротника балбитиса. Ну и вот что получилось. Он выкинул такие корни и углубился сам. Вот такие кусты балбитиса у меня растут. Они уже даже из аквариума вылазят. Линейка 35 сантиметров. Здоровый куст. Также папоротник Венделова сверху сидит у меня. Хороший куст. Папоротник таиландский, узколистый. Папоротник балбитис. У меня с ним даже проблемы уже возникают, так как кусты огромные стали и не помещаются в аквариуме, а вылазить из воды уже начали. Также важно в аквариуме настроить течение от помпы. Излишнее течение в аквариуме – это предвестник водорослей. Особенно нетчатка у меня на течении хорошо росла. Так у меня устроено течение здесь. От помпы Барбус идет вверх трубка, там гребенка, и из гребенки уже идет под углом 45 градусов к стенке аквариума течение. Сейчас водорослей нет никаких. При такой прополке желательно просифонить грунт с поверхности грунта. Но здесь я не могу тупо залезть сифоном, там сильно все заросшее. И буду сифонить уже после того, как удалю растения все.
Бликса японская хочет расти, но ей не хватало света катастрофически. После того, как извлек растение из грунта, прохожу сифоном по верху грунта, удаляю взвесь всякую, мусор, в грунт глубоко не лезу. После сифонки грунта выбираю растения, обрезаю их по длине, на заднем фоне подлиннее, на переднем пониже, чтобы хотя бы месяц мне их не обрезать. Ну вот, посадил первый ряд. Рядом будут папоротники, подожмут маленько их. Ну, какие пробьются растения вверх, те пробьются. Стекла я протираю стекла я протираю всегда. Вроде бы они чистые, но на них налет какой-то присутствует всегда. Налет есть, но я не парюсь по этому поводу. Не высчитываю ни нитраты, ни фосфаты пониженные, повышенные. Протеры, все чисто. В моем случае появление водорослей на стекле в основном бывают из-за света, когда светильник стоит близко к переднему стеклу. После такой прополки воду менять буду больше половины аквариума, где-то 2/3 аквариума, чтобы убрать всю взвесь, которая поднялась во время прополки. При прошлой подведе воды в аквариуме не одел сеточку на сифон и потерял 3 рыб. Они проскочили в шланг, я не заметил, они застряли в сифоне, потом что-то сифон трясу, ничего не пойму. Дунул в него, оттуда 3 рыбки дохлых выскочило, и так бывает. Здесь у меня слито 50 литров воды. Я за большие подмены воды. Я в курсе, что народ не любит воду менять. Мол, так тверже биология в аквариуме сохраняется. Но я делаю так, как я делаю. И рост растений это показывает, что я делаю правильно. После прополки такой удобрения вношу в минимальных количествах. Самая маленькая доза, какую можно внести. Через 2 дня, когда очухаются растения, я вношу нормальную дозу удобрения, вношу каждый день. Ну, осталось только пристроить кусты папоротника балбитиса. Балбитис у меня растет очень сильно, и листья уже вылазят из аквариума наверх, поверх воды. Это проблема для меня. Если у вас остался кустик красивый, который вы хотите использовать и украсить свой аквариум, я делаю так, втыкаю его просто в балбитис, и он там хорошо растет. И этим вы приукрасите свой аквариум. Маленько мутноватая вода, но завтра она будет прозрачная. Всем удачи в выращивании аквариумных растений, рыбок, чтобы вода у вас была всегда светлая и чистая в аквариуме. До свидания, кеда-покеда.